Купили билеты на Синкансен. Надо было покупать заранее. Мы все ближе и ближе к Фудзи. Сели мы в таксишку, а вон там гора. Такую вот локацию мы тут нашли. Японцы пиццу делают. Медведи есть. И вот она, та самая точка с этим видом. Видно Фудзи. Мы все в шоке, что можно ехать так долго. Мы едем на Фудзи. Купили билеты на Синкансен. Ой, что их тут много. А там тоже у девушки было 3 штуки. Вот, это общая цена, а это каждый, видимо. Ну да, что-то. Странно, 3 штуки. И стоят они 11 770 там до одной точки, а потом еще на автобусе там будет 2 300 стоить. Очередь такая вот. Мы вообще думали, что мы положим эту карту, которую мы платим в Осаке, но походу нельзя, нужно именно отдельный билет покупать. Там еще можно, мы купили билет без места, можно заплатить 800 и купить с местом, но мы решили сэкономить. И, кстати, на ближайший мест не было, то есть мы купили через полчаса. Покупать, в принципе, все понятно, интуитивно, то есть разобрались, тут автоматы стоят, как бы все написано. Но не знаю, что сядем мы, не сядем, посмотрим. Билет забыла забрать, Яна. Да, это твой билет. Мы купили вот сейчас ушел на 7.36, мы купили на 7.54. И тут, оказывается, первый и пятый вагон, это non-reserved, то есть те, кто не резервировал, то есть для нас. И там, в принципе, было много мест. Для тех, которые резервировали, там много больше вагонов, и там много, тоже вообще там полупустые они едут. Но пока что вот тут очередь небольшая, мы стоим, я думаю, вполне себе спокойно сядем. Вот так вот выглядит поезд. Как вы видите, полупустой. Мы засунули даже большие чемоданы наверх. Нет, вроде как они помещаются, значит можно. Тут есть розеточки, кстати, вот здесь. Так вот выглядит снаружи. Скорость, говорят, 500 км в час. Сейчас проверим. Утром говорили 300. Нет, 300 это минимум. А вот 240 сейчас показывает. Ну это слабенько. В Китае было 300 и 400, да? Маня говорила, что сегодня утром, что все-таки он посчитал, красивый город, что он посчитал, что все-таки Синкансен тоже 300 едет. Не 500, не 400. Домики красивые сейчас. Японцы. Чем дальше мы едем, тем меньше мест. И вот на станции Хамамацу они закончились. Целый вагон. Там вот люди стоят, которые не поместились. И еще у некоторых людей остались в очереди стоять. А мы уже подъезжаем к станции Фудзи, и ее уже начинает быть видно. We will soon make a brief stop at Shinjuku. The exit will be on the left side of the train. Вообще очень красиво выглядит. Поезда эти мне понравились. Очень удобные. Хорошо поспал? Спал я хорошо, они очень хорошо откидываются назад. Во-первых, во-вторых, места здесь много, помещается вот так вот. Сумка, спокойно. Еще можно сумку поставить вот так, потом сверху столик будет и работать. Во-первых, он опаздывает. На минут уже 5-7. Хотя выехали мы вовремя. Во-вторых, тут очень долгие остановки, где мы просто стоим. То есть все люди зашли сразу же. И потом мы просто стоим еще 5 минут. Не знаю, удивительно. Я думала, он так как бы приехал, уехал. Но это еще возможно, потому что у нас, который на всех станциях останавливается, и он такой не спешащий. Нас постоянно вон обгоняют, смотри, синкансены, которые скоростные. Только что пронесся. За секундочку. Мы уже сейчас выходить будем. Я думала, мы будем выходить после Фудзи, но мы выходим следующий после Фудзи. И там уже оттуда едем в нашу Фудзикова бутика. Мы
приехали на Фудзи, сейчас будем искать, как добраться до нашего Фудзи Кавагутика. Вообще, там как бы ходит автобус прямой, но мы уже посмотрели, что места на него нет, только на вечер. Поэтому надеемся, что, может быть, вдруг мы сейчас придем, они появятся. Или на то, что... Короче, я посмотрела, что есть еще один маршрут, то есть можно поехать с пересадкой. По времени то же самое даже, как и на том, тоже 2 часа 20 минут, но и по деньгам даже дешевле, но там 3 пересадки, там или 2, и это очень, короче, тяжелый будет путь, если мы так поедем. Поэтому, конечно, хотелось бы все-таки попасть на этот автобус. Сейчас пойдем спросим, потом уже будем думать, что делать дальше. Да, но мне пока тут нравится. Станция такая. А мне нравится, что здесь самолеты, поезда летают каждые, наверное, минуты 4. Сейчас опять что едет. А, с той стороны. Смотрите, какой прикольный эскалатор. Оп, превращается в траволатор, а потом снова эскалатор. Я, конечно, всякое видела, но почему-то вот это меня сильно удивило. Мы вышли с вокзала, у меня забрали билетик, ну, у всех нас забрали билетики, ты вставляешь туда, в этот автомат, и он уезжает. И здесь автобусы, вот наш на Кавагутика, там, по идее, там вроде мест нету, поэтому не получится на нем поехать. Но Настя пришла узнавать. В общем, да, как мы и думали. Мы приехали, там sold out написано, вот там автобус. В автобусе написано покупайте билеты в кассе написано sold out, ближайший билет 13:50. Короче, самое такое топовое время, когда все приезжают, все продано. Наверное, мы поедем с пересадкой. Да, неудачно, конечно, получилось. Надо было покупать заранее. Мы так спешили, так бежали, и мы успели. Тут пересадки были по 4 минуты, по 5, но мы все-таки вот успели. И едем сейчас, и, конечно, это о чем говорит? О том, что, во-первых, хорошее здесь все довольно-таки четко, то есть если тебе построила по Google картам маршрут с точностью там до нескольких минут, и ты типа вот если по времени идешь, ты успеваешь, то это круто. А во-вторых, то, что Настя тут сопровождатор наш, просто как этот, да, ориентируется очень быстро. Поэтому купили билеты просто пока ехали на одном из пересадочных поездов. И все, и едем сейчас теперь. А еще мы пока едем, у нас уже уши заложило, голова болит, то есть как будто мы на высоту поднимаемся. Да, я посмотрел, 460 метров здесь показывает. Мы все ближе и ближе к Фудзи. Вот сейчас она вышла из облаков, но она только что пряталась, сейчас она уже снова вышла. Красота, конечно. Ну, уже прям так нормально голова болит от давления от высоты. Ну, мы явно поднимаемся. Вообще очень быстро, конечно, идут облака, то есть только что она была спрятана, и вот оп, и она уже солнце светит, и все видно. Вот уже почти 1000 метров, но нам всего 3776 ее пик, но мы, конечно, на пик не поедем. Вообще забираются только, там, по-моему, 2 недели в августе, когда она тает. Мы не хотим наверх, мы просто поедем к подножию. Мы в итоге добрались туда, куда нам надо. Вон там гора, ну, вулкан, он то открывается, то закрывается облаками. Но мы сюда приехали, и отсюда же завтра планируем уехать. И сейчас планируем здесь оставить чемоданы свои, вот, ну, типа в таких вот локерах. Только есть проблема, что написано, что максимум можно арендовать на сутки. И как бы непонятно, успеем мы или не успеем. Ну, в смысле, что будет, если мы больше суток. Потому что сейчас сколько, 2 часа или час, а мы завтра приедем сюда, может, часов 5. Мы решили, что оставлять не будем здесь, в этих локерах, свои сумки, потому что тут реально какая-то система, что можно только на один день оставить. Ты, наверное, сразу оплачиваешь, там, 700 либо 500 йен. Да, там монетки кидаешь, и оно оплачивается. И все, как бы, и забираешь потом. Сели мы в таксишку, вот, закинули наши вещи туда все. Мы теперь сидим такие все тут с чемоданами. И тут, короче, есть... Да, у нас тут 2 человека везет нас. Один как будто бы ученик, а второй учитель. Чтобы вы понимали, в приложении было написано 1400, нас взяли 1700 по счетчику. Плюс мы очень долго стояли почему-то, пока они там общались друг с другом. Короче, вообще мне не понравилось такси. Больше на такси ездить не буду. Ну, может быть, только обратно на станцию, да? Я пешком пойду тоже. Пофиг. Что это такое вообще? Мне не понравилось. Так обманусь. Вообще вот тут наши дома, а вон там гора. Ну, вулкан, правильно сказать. Мы пришли к магазину,
закупились тут опять перекусом. Почему-то мы не едим нормально сегодня. У нас нет времени. Нет времени? Ну, возможно. И вот там вулкан, а мы едим всякую херню. Плюс вайб. Ну да. Здесь так много вот таких вот машинок, маленьких, квадратненьких. И раньше мне это казалось странным, но сейчас я такой думаю, блин, ну, теоретически грузовичок, практически игрушечный. Вроде бы перевести что-то можно, а с другой стороны место немного занимает. Вот, еще один квадратик поехал. Продолжаем тренд с деревьями из Вьетнама. Так, вот дерево растет прям специально. Блин, реально, как его сюда посадили, когда планировали это здание. Или как это происходило, что было раньше. Здесь находится то легендарное место, откуда все фотографируют вулкан. Вот, там сейчас автобус стоит, правда, но, короче, вот, это магазинчик, Лавсон. И здесь, вот, если так вот зайти за него, то там видна Фьюди. И, ну, и получается, вот с той стороны все фоткают, короче. Пришли мы на эту станцию Кавагутико, и тут, конечно, не очень все понятно. Ну, как, может, если задержаться, то можно что-то вычитать, но сели, короче, на автобус по красной линии. Тут есть линия красная, зеленая, и они идут в разные стороны, в разные направления. Да, проблема в том, что тут нет номеров, и тут просто какие-то цвета, какие-то рандомные, в которых в Google картах цвета не пишутся, просто название, и нужно по названию вычитывать, куда же он едет. Это вообще какой-то бред. Да, или ходить каждому водителю, спрашивать, куда там нам остановиться и так далее. Короче, сложновато что-то. Как будто в какой-то Турции пытаешься уехать. Да. Или как мы, помнишь, бегали в Италии в Амальфи. Там хотя бы какие-то номера были. Они там тоже были названия, то же самое, да. Короче, ну и народу набилось по полной. Мы приехали к озеру, чтобы посмотреть на Фудзи и потом пройтись до Фудзи. Но мы очень долго ехали, очень долго ехали. Я даже успела поспать, там пробки, он постоянно стоит. Короче, это было ужасно. Мы быстрее дошли по ощущениям. Но мы все-таки приехали, и теперь надеемся что-нибудь посмотреть, пока не село солнце. Тут вообще, в принципе, вокруг красиво. Ну да, тут везде горы, везде какая-то природа. Классно. Такую вот локацию мы тут нашли, все фоткаемся, с одной стороны горы, тут какой-то бережочек, рыбаки есть. Ну, прохладно уже, конечно, да. К вечеру прохладненько становится. Вот. Ну да, сейчас красивенько. Я возмущен и недоумеваю, как так могло получиться, что в Японии туалеты практически на каждой станции, там остановки, короче, очень часто. Можно вообще не париться по поводу этого вопроса, но мусорки вообще их, ну, я не знаю. Еще кое-как ты можешь найти мусорки для того, чтобы выкинуть бутылки пластиковые или жестяные, но обычных урн с мусором нет вообще, просто только домой носи. Я слышу, что ты про мусорки говоришь, я могу рассказать, почему так. Потому что японцы, они дома сортируют мусор, и поэтому нет нигде мусорок специально, чтобы все несли мусор домой, и там его сортировали. Потому что дома за этим прям следят. То есть у них там есть отдельные ящики, они отдельно сдают, и за этим прям следят. То есть как бы тебе штраф выпишут, если ты не посортируешь. А на улице за этим тебе сложнее следить. И как бы если, например, в какой-то кафешке есть, то как бы там кафешки следит хозяин. Но если просто на улице поставить мусорку, то за ней некому будет следить, и это как бы, ну, некому штраф давать, если плохо сортируешь, понимаешь? Поэтому они все носят с собой пакетики, все мусор несут домой. Вот, потому что как бы вот такая вот обратная сторона сортировки мусора. Уже темнеет, а мы идем домой. Будем кушать и отдыхать. Не знаю, пойдем ли мы уже в баню эту. Тоже не знаю, мы как будто устали. Надо поискать, найдем. Эти ансены, реканы, рёканы. Вот, ну тут такая вот красота у нас. Сейчас зайдем за гору и будет видна уже Фудзи. Ну, озеро очень красиво, мне так нравятся вот эти вот горы, которые такие в лесах, и вообще похоже на какое-нибудь озеро Комо в Италии, какой-то такой вот вайб. Хотя даже лучше.
Ну, красота. Вообще, мне здесь очень нравится. Ой, какая-то пешеходная тропа. Куда она тут ведет? Ну, вокруг озера. Мы снова пришли в Суширо. Тут мы уже поели, вот тут отличается тем, что тут нет экрана, то есть тут такой маленький этот вот экранчик, а большого экрана с игрой нет. Еще тут отличается тем, что тут вывеска только на японском, и мы не могли долго найти, куда вообще идти. Такие, где же Суширо, где же Суширо? Да, вот мы уже платим. Но нам Суширо очень нравится, тут реально вкусно. Мы ходили вот похожую штуку, там не так вкусно. Сейчас Дима будет освобождать свой кошелек от монеток. Вот, тысяча уже собралась. Доброе утро. Мы проснулись, на второй день на Фудзи, и мы идем сдавать багаж. Вчера мы его привезли в отель, хотя изначально планировали оставить на вокзале, но там типа только надо было за 2 суток платить, короче. И мы вчера его оставили в отеле, но сегодня нам сказали, что до 2 часов могут, потому что дальше как бы другие люди приезжают. И нам нужно до 5 часов, поэтому мы тянемся. И мы пытались вызвать такси. Да, нам вчера не понравилось такси, но мы все равно пытались сегодня его вызвать, но оно не приехало. Написала, нет машин. Мы 2 раза минут по 7, по 8 ждали. Он сказал, заказывайте, другие варианты, короче, ищите. Поэтому мы идем пешком и смотрим на Фудзи. Сейчас она как раз за дерево спряталась. Ну, нам очень повезло с Фудзи, сегодня тоже на целый день. Такая красавица. Блин, такой классный дом, если бы не реклама это по сторонам, то с горой это очень классный дом. Что хочу сказать про велосипеды. Ваня снял себе велосипед. За 1800 он вроде говорил. 1800 на сутки, да? Да. Но ему сказали, что как он хотел взять его вчера вечером и вернуть сегодня днем, там, 4 часа. И ему сказали, что это уже 2 суток. И взяли как за 2 суток. То есть он заплатил 1800 умножить на 2. Какой-то обман чувствуется в этом. И он сказал, что ему дали плохой велосипед, то есть он плохо ездит. И плюс он не для маленьких ростом, а Маня высокий. В общем, и вчера он сказал, что было очень холодно на велосипеде кататься. Сегодня он его оставил и гуляет пешком. Обидно, конечно, получилось. Потому что на велосипеде он сказал холодно и неудобно. Особенно утром, когда там вообще было очень холодно. То есть дорога нормальная, пока идем. Идти можно. Что-то есть парк развлечений, но вход дорого стоит. То есть там именно за вход платишь, а потом катаешься уже, сколько хочешь, да? Ну, 5500 где-то стоит. Мы решили, у нас просто полдня осталось. Да, и в принципе парк этот в Осаке 7500 стоит. Ну, мы решили, да, сейчас, конечно, не пойдем. Но он классный, конечно, таким видом на Фудзи. Все посмотрим на Фудзи, а на горке можно в любом месте покататься, а на Фудзи посмотреть не в любом месте. Так, мы пришли к локерам. Тут стоит 800, и нужно 7 соток. У нас 6, вот Дима сходил, поменял 7. Еле помещается. Все четко просчитано. Все? И ключ поворачиваем. Доставай ключ. О, провалились, было слышно. Все, закрыто? Ну да. Знаете, что я хочу сказать? Мне опять стыдно, потому что мы опять не в японском месте. Мы пришли в итальянский ресторан. Но, с другой стороны, они тут любят итальянскую кухню, поэтому... Мы тоже любим. Мы тоже любим итальянскую кухню. Смотрите, какой стаканчик необычный. С макароном. Да, вообще тут просто такое тоже полусамообслуживание, то есть мы с ним тоже запикали место, нам выдали этот столик, мы сели, как бы нам дали меню, такое вот обычное, а потом нужно вот здесь вот заказывать, то есть вводишь номер и нажимаешь ОК и ордер, и все, оно как бы заказывается. Смотрите, какие миленькие тарелочки нам принесли, красотища. Как тебе пицца, Яна? Очень вкусно и необычно. Прям тонкое тесто и соус странный. Попробовали мы пиццу. Первая у нас была такая же хуяная, терияки. Мне понравилась терияки. Мне не понравилось. Почему? Потому что она какая-то была соленоватая, а кусочки мяса, которые вроде бы курица, она не всегда была прям, типа филешка, иногда такие
типа, прожилками. Я согласна, у меня то же самое. Но мне все равно понравилось. А вторым мы заказали маргариту, и маргарита премиум. Премиум. Да, написано маргарита премиум. Мы ее разрезали. Чем это она надо обычно отличается? самостоятельно резать. Я так поняла, что тут сыра больше, потому что там на фотографии прям такие вот белые точечки были. Мы самостоятельно ее разрезали, попробовали уже. Но мне тоже вкусно. То есть тоже такое тонкое тесто. Я такое люблю. Много сыра, много соуса этого красного. Но не наполитанское. Наполитанское, конечно, лучше было. Да, мне тоже это понравилось. Вкусненько. Короче, японцы пиццу делают. Мы нашли дерево, похожее на березу. У нее Это мало береза. черных пятен, но при этом, листья такие прям похожие. И сережки, да. Короче, береза Японии. Где? Сверху. Ничего себе. Он такой прикольный какой-то. Реально, только сверху где-то там кто-то сидит. Мусульмане были, блондинки. Тут есть какая-то типа карта, и показывают, что вот подниматься, мы здесь находимся, и подниматься 398 каменных ступеней. И потом уже там наверху можно будет что-то погулять, посмотреть, и там будет сама пагода, и вид на Фудзи. А сами ступеньки, вот они. Короче, туда далеко-далеко. Тут вот такие большие ворота, и уже видно Фудзи. Это, наверное, первая локация, где можно пофоткаться классно. Сейчас мы еще поднимемся, посмотрим, как будет выглядеть ворота на фоне Фудзи. Пойдем. Столбики такие тут стоят. Все фотографируются. Людей куча. Вот 398 ступенек наверх. Вот такой вот тут лес. И представляете, написано, что тут медведи есть. Да. Интересно, реально ли они есть? Ну, сейчас посмотрим. Я пока не видел. Судя по всему, здесь можно подняться, спускаться по такой горе для машин. Вот, но мы, короче, решаем идти по ступенькам. Может быть, обратно будет спускаться или не знаю, посмотрим. Ну, как альтернатива, и неизвестно, насколько высоко ведет эта дорога. А еще здесь написано, что есть обезьяны и дикие кабаны. Поднялись мы по вот этой лестнице здесь, и тут пока деревья, но вот это вот за этой пагодой, там вот люди сверху стоят, и оттуда уже будет вид над этими деревьями. Должно быть очень красиво, не знаю, получится ли сфоткаться с таким количеством людей. Сейчас посмотрим. Что ты скажешь? Ну, подъем, такой, как бы, нормально. Я думаю, будет тяжелее. Я, наверное, еще из-за того, что болею, поэтому тяжело. Но ступеньки довольно-таки резкие. Но хорошо, там есть альтернатива, что можно и по дороге пройти. Судя по всему, здесь есть еще какая-то туристическая тропа. Да, вот мы сейчас здесь, мы будем вот пагода это, потом вот как бы смотровая, мы на нее пойдем. Тут еще есть вот такая панорама, потом цветы, вот они, потом вот это вот, не знаю, что это такое. Да, ну, в общем, самая верхняя точка смотровая вот здесь вот он тут, и это вот так. Угу. Мы, наверное, так далеко уже не пойдем. Ну, то есть здесь написано, что 10 минут, потом еще 20, потом еще 20, потом еще 5. Ну, то есть все, час, типа, занимает маршрут этот. Но мы туда, скорее всего, не пойдем, потому что мы не планировали, и по времени мы, скорее всего, не успеем. И вот она, та самая точка с этим видом, с этой пагодой, которую вы 100% видели на какой-нибудь картинке или открытке. Тут очень много людей, которые все фотографируются. Сейчас мы немножко пройдем. Вот, даже ступеньки есть. И вот этот вид. Та-дам! А еще тут на видео вот эти вот, которые сейчас листья зелено-красные, они часто на картинках розовые. То есть можно сделать вывод, что это, скорее всего, сакура. И там он внизу,
Там много всяких полей, где можно гулять, там много таких деревьев, и там, скорее всего, когда цветет, то побольше места для фоток, чем просто здесь. Здесь, да, конечно же, сама пагода и гора — основная часть. Мы пришли на такую локацию, здесь вот картинка, фоточка этой вулкана, кстати, без снега. Да, без снега. Летний вариант. Да, сейчас там немножко макушка белая. И Настя сказала, что вот эта вот станция здесь есть. Да, я видела, что у нее автобусы, продаются билеты на автобус, то есть туда вот можно доехать. Это, по идее, вот самая верхняя станция, это куда автобусы ходят. А дальше уже только пешком, ну, и только в августе сейчас, как бы, ну, сейчас до сих пор автобусы ходят. То есть, может быть, туда просто можно приехать и почилить. Зачем-то. А вот этот парк, мини-парк с сакурой. Я так думаю. Есть тут еще такая полупешеходная улица. Машины ездят, но, конечно, такая типа красивенькая. Домики, провода. И в самом конце там Фудзи. В общем, та улица называлась, знаете как? Нишира, а это Хочо. Не вот это, которое я снимаю, а вот мы прошли сюда от той улицы, и вот это вот. Параллельная Хочо. Вот это везде написано про эту улицу Хочо, но она, оказывается, тут двухполоска, тут очень много людей, и вообще очень тяжело сфоткаться. И вид, честно говоря, мне там понравился больше. Там такая более мелкая улица, такая симпатичная, от этого Фудзи еще больше, кажется. Поэтому мы, наверное, пойдем туда все-таки фоткаться. Потому что... Да, тут вон только бегают на пешеходном переходе и фотографируются, и мешают дорожному движению. Эти туристы. Чисто такой вот чил. У нас повторный обзор Мака. Мы зашли на Фудзи в Мак, и тут, кстати, между прочим, много чего есть. Во-первых, есть приложение, мы уже скачали, оно только японское. Также тут есть всякие разные, уже вот и прикольные бургеры, из терияки, и вот какой-то такой вот с яйцом, и вот я вот такой вот я взяла. В общем, много всего разного, будем сейчас пробовать. Цены, кстати, вот этот бургер 470, вот этот вот тоже 470, много тут было по 470. А вот гамбургер минимально 190. Индекс Биг Мака, Биг Мак 480. Ну что, мы уже попробовали. Что ты скажешь про свой? У меня чикен? обычный макчикен. Я взяла там макчикен с каким-то непонятным названием. Уринчи или кимчи, Уринчи. что-то такое. Да, но тут как бы снизу что-то есть, но оно вообще не чувствуется, поэтому просто как будто обычный макчикен ем. Не получилось эксперимента. А у тебя как? У меня с говядиной, яйцом, беконом, и это все терияки. Я думал, мне терияки не понравится. Мне обычно вроде бы не нравится оно. Но здесь как-то ешь, и оно все вместе, и нормально. Мне понравилось, что есть бургеры с яйцом, потому что обычно это только утренняя тема, а тут вот у нас это есть. В целом, как бы мак как мак, просто тут по сравнению с тем, что мы были первый раз в Осаке, он, конечно, более обычный, стандартный. То есть тут, во-первых, есть лифт, да, и даже тинейджеры тоже поднимаются по нему и пользуются им. Хотя я думал, что это такое. А еще, конечно, да, вид на Фудзи получается такой. Все, мы нагулялись, погуляли и пришли на станцию, там заставляли наши багажи, сейчас будем уже уезжать. Тут очень много людей, автобусов тоже часто много ходит, но хорошо, что мы купили билеты и, наверное, Да, ну вообще тут две остановки одинаково называются, Fuji Q Highline, но одна из них это просто обычная остановка, а вторая это прям вот автовокзал. Мы уточняли, точно это наша, но это точно наша, мы уже уверены, потому что Ваня в какой-то момент пошел не на ту остановку, и там просто прозрачная маленькая остановка. Мы купили заранее билеты на 6 вечера, и вот сидим и ждем. И хорошо, что мы купили, потому что сейчас уже все распродано, и пишут, что до вечера нет до Токио никаких билетов. Но это логично, многие приезжают утром, и вечером сразу же уезжают, то есть на один день без ночевки. А мы вот решили с ночевкой. Но вообще мне Фудзи очень понравилось. Это, в принципе, этот город понравился, и тут такая атмосфера классная. Конечно, шикарное, дорогое, но было приятно здесь погулять. Да, возможно, даже нормальный вариант просто приехать сюда на
день. Главное забронировать билеты обратно. Главное ехать в Токио. Да, из Токио чисто приехать сюда и все. И погулять день. В принципе, это было бы достаточно, наверное. Да, на самом деле, этот вот маршрут, когда мы едем из Осаки сюда, довольно-таки сложный и не совсем практичный, потому что как будто бы надо было сразу ехать в Токио, это занимало бы меньше времени, и потом просто приехать реально на день погулять. Как будто бы это вариант получше, чем ехать с этими всеми автобусами. Ну, либо все бронировать заранее, потому что мы это не забронировали. Да, а еще есть вариант уехать отсюда сразу в аэропорт Токио и как бы вообще... Да, как будто бы хороший вариант был поехать с Осаки в Токио, а потом в Токио в последний день сюда приехать, и потом отсюда сразу в аэропорт. В принципе, тоже нормальный вариант. Сели мы в этот автобус, ждали еще дополнительно сколько? 20 минут, до 17 минут, если быть точнее. Ну вот, сели, едем. В принципе, места много. Даже слишком, столько места никогда не было. А еще тут, во-первых, нет розеток, во-вторых, мы ждали 18 минут, точно замерзли. Я вообще в шоке, что так долго такие задержки. Все-таки Япония. Зато мы посмотрели шоу дронов. Представляете? Там был салют и дроны в небе. Немножко даже сняли, ну так, чуть-чуть. Чтобы вы понимали, мы должны были приехать в 19:35. Автобус опоздал на 20 минут. Ну хорошо, мы должны были приехать в 8 часов. Сейчас уже, 9 часов. 9. И мы все еще едем. И нам еще ехать по картам минут 20. Я вообще в шоке, конечно. Возможно, это связано с тем, что сейчас вечер воскресенья, и все японцы едут домой, потому что мы попали просто в дикую пробку. Мы, наверное, час двигались просто со скоростью шага. Мы все в шоке, что можно ехать так долго, когда мы должны были уже 1,5 часа назад быть в Токио, а мы еще едем и едем. Хорошо, что нам не в аэропорт, правильно? Так бы вообще было бы очень обидно. Приехали мы на эту станцию Синдзуки Стейшн, и тут, во-первых, она такая вся закрытая, то есть здесь центр города, и она закрыта, здесь вот автобусы заезжают, отдельно таксишки, вот они, кстати, стоят, очередь из самых дорогих такси в мире, японское такси самое дорогое. Тут даже есть схема туалета для мужчин, для женщин и для людей с ограниченными возможностями. Нет, это мультифункционал туалет, то есть там и детей можно перепеленать, и для людей с ограниченными возможностями.